Стоит ли доверять дорогущей косметике из Китая? В общем, сегодня у нас на обзоре тяжелый китайский люкс. Сегодня буду пробовать новинки и хиты от дорогих китайских инди-брендов, и часть из них по своему дизайну и оформлению будут связаны со Днем всех влюбленных. Сделаю несколько креативных макияжей, как нюдовых, так и базовых, преимущественно в каких-то розовых, фиолетовых тонах. И насколько у меня будет матч с этими брендами и насколько они тронут мое сердечко, сегодня узнаем. Всем привет, с вами Лена Егермис, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. И я поздравляю всех с наступающим Днем всех влюбленных и желаю вам приятно провести этот праздник в кругу своих близких и любимых. Можно классно отметить этот день с друзьями. И надеюсь, что сегодня я могу вам дать разные идеи по созданию макияжа к этому дню. Макияжи будут и темные, и яркие, и нежные, нюдовые, блестящие. В общем, макияжей будет много. И стоит вся эта косметика тоже очень много. И сегодня на моем обзоре будут всякие люксовые, дорогие инди-бренды косметики, которые производятся в Китае и которые приурочены по большей части ко Дню всех влюбленных. В общем, всякие купидоны, любовь, сердечки. Отношение к косметике из Китая у всех разное, у многих оно до сих пор негативное. И я могу это понять, учитывая огромное количество дешевых китайских подделок на рынках с неведомым составом. Но также в Китае действительно есть хорошие, качественные и при этом дорогие бренды и хорошие заводы, которые выпускают действительно рабочую и качественную косметику. Сегодня на моем обзоре будет новая коллекция от Flower Nose под названием Strawberry Cupid, новая коллекция от Oud & Cy в коллаборации с Morgan Turner под названием Love Language, в которой представлена палетка теней и несколько уникальных продуктов для губ. Также мне очень показалась подходящей под этот обзор китайская инди-палетка от бренда Anthemy. Сорян за мое произношение, у меня с этим все плохо. А также у меня будут несколько продуктов от бренда Florasis. Но перед тем, как начать обзор и решить, стоит ли порадовать себя на 14 февраля дорогостоящими китайскими подарками, поддержи это видео лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть мои ролики на просторах ютуба. И первый макияж я хочу сделать в темных оттенках с сердечками. Буду его выполнять как раз вот этой палеткой Anthemy. И эта палетка на 12 оттенков, вроде как называется Butterfly Shadow, но вы можете поправить меня в комментариях. Почему-то на разных маркетплейсах у нее какие-то разные названия, где-то она указана как хамелеон. У палетки очень красивая упаковка с изображением такой сказочной девушки. У нее такая красивая глянцевая бабочка на лице, и сзади уже более темное изображение этой девчули. Стоимость этой палетки на Озон почти 5000 рублей. Немного выгоднее взять эту палетку через байеров. Я брала через байера Katy's Beauty. Anthemy — это бренд от китайского бьюти-блогера и мейкап-артиста Kun Kun Vio. В общем, это блогер и визажист, который тоже, как и я, любит всякие разные креативные макияжи, и по большей части он вдохновляется как раз-таки бабочками. Палетки 12 оттенков, 7 из них матовые, 2 мультихрома, 3 еще шиммерных таких мерцающих красивых. По наполнению меня такая палетка абсолютно устраивает. Здесь есть как темные, так и переходные, светлые, есть даже вот такой зеленый акцентный. Ко всем цветам есть подходящие блестяшки, и в палетке достаточно удобное зеркало, в которое прям идеально видно глаза. На первый взгляд мне все нравится. Информации об этой палетке мало, и вроде как даже каких-то русскоязычных обзоров я особо не видела. И вроде как это позиционируется как eyeshadow, то бишь обычные тени для век, поэтому я их буду так и оценивать. И здесь достаточно много сложных оттенков, потому что некоторые подобные цвета у меня в других палетках, они не особо рабочие. Например, вот темные всякие синие, фиолетовые, они частенько сильно осыпаются, паршиво и плешиво наносятся. На свотчах тени выглядят очень мощно, особенно матовые оттенки. И я, по сути, один раз проводила, то есть, ну вот как проводится, так и проводится, все. И у меня даже на пальцах эти тени после свотчей вот так вот круто остались. В общем, по пигментации матовые оттенки очень хороши, мне безумно зашли мультихромы, но вот эти вот 3 шиммерных оттенка, они просто дичайше сыпятся, они прям хлопьями, кусками отваливаются, и с ними, я так подразумеваю, у нас будет много проблем в нанесении, и матовые оттенки в самой палетке как будто бы немного пылят. Но вот этот розовый, я думаю, его можно использовать даже в качестве хайлайтера. Кстати, у матовых оттенков очень приятная такая текстура. Прям такая очень мягкая. Частенько я такое встречаю у китайских теней. И, конечно, вот этот мультихром, он просто потрясающий, потому что он переливается из медного в золотой, в зеленый. И он достаточно плотный, то есть он ложится таким полотном, и кожа через него не просвечивает и выглядит неплохо. Опять же, как и все подобные темные мультихромы, он в составе имеет такую
темную составляющую, поэтому лучше при нанесении использовать его вместе с какими-то темными оттенками, то есть на какой-то темный, черный, но без дополнительных цветов, просто вот так вот на веки он может создавать эффект грязи, ну просто такая у мультихромов, к сожалению, специфика у темных. И мой фаворит в этой палетке это вот такой мультихромный сиреневый, я его уже пробовала пару раз, и давайте наконец делать макияж. С одной стороны я нанесу белые жидкие тени в качестве подложки, чтобы сравнить, как будут тени наноситься на подложку и на обычный консилер. Начну делать макияж вот с этого темного фиолетового оттенка. Форму я нарисовала, и теперь тем же оттенком начинаю немного подтушевывать чуть-чуть наверх, совсем чуть-чуть. Теперь я беру вот этот темно-фиолетовый и оттушевываю им еще немного наверх. И попробую оттушевать все это в кожу вот этим светло-розовым оттенком. Я ожидала, что они будут поярче на коже, но я думаю, с подложкой это будет смотреться чуть лучше. Меня радует, что тени пока что не осыпались, но то, как они тушуются, как-то это странно. Без розовых оно плохо уходило в кожу, а с розовыми как будто плохо выглядит вообще вместе. А, у нас же еще вот такой вот оттенок есть, можно его тоже добавить. Вот с ним уже он как раз идеально уходит из фиолетового в розовый. Я просто про него забыла, что он есть в этой палетке. На подложке тени выглядят чуть ярче, как будто просто фиолетовый раскрылся получше. Здесь же немного погрязнее, но в принципе тоже сойдет. Касаемо пигментации, у меня никаких претензий абсолютно нет, и вроде даже пигмент не сильно осыпался, чего я больше всего боялась, но было немного сложновато с тушевкой, то есть я на этот макияж потратила достаточно долго, чтобы довести вот эти все границы до идеала. Теперь я возьму темно-синий оттенок, хочу его тоже немного добавить по краям. Растушую его в стрелочку. И теперь возьму вот этот бордовый оттенок, добавлю его в качестве основы вот сюда. Он, кстати, как будто не так пигментированно наносится, как другие оттенки, хотя цвет такой достаточно простой. Короче, не так в нем много пигмента, как хотелось бы. И теперь нанесу светло-розовый. Он, кстати, наверное, хуже всего у меня осыпается, хотя, опять же, оттенок вполне себе простой. Мне совсем не понравился вот этот бордовый оттенок, он реально очень простой, обычный, рабочий в других палетках, но здесь, тут видно, насколько он тяжело и наносится, и тушуется, очень он неравномерно ложится. Ну и самое время переходить к блестяшкам, давайте начнем с вот этой сыпучей голубой. Как ее набрать-то? Я ее хочу нанести вот сюда, в уголок глаза. Очень сильно она у меня здесь сыпется. И теперь хочу вот этот мультихромный оттенок нанести вот сюда. Как раз попробовать замазать все вот это недоразумение. Так-то, по сути, я и хотела этот бордовый сделать чисто как подложку для этого цвета, но все равно очень странно, почему матовый оттенок так хреново ложится. И теперь беру вот этот потрясающий фиолетовый и заполняю все оставшееся пустое пространство. Вообще, вот этот фиолетовый мне безумно нравится как оттенок, который можно просто нанести на веко или разбавить им какой-нибудь нюдик. Он действительно очень красивый, в нем нету каких-то грязных составляющих. И для меня это такой легкий красивый оттенок, типа как на каждый день, почему бы и нет. Прикольно, что он выглядит на глазу прозрачным, но когда поворачиваешь голову, видно, какое красивое свечение он дает. В общем, по блестяшкам могу сказать, что мультихромные оттенки, они действительно хороши. Можно их спокойно наносить, они классно набираются без каких-либо подложек. Даже между собой получилось сделать красивую тушевку. Но вот этот синий, он очень сильно осыпается. У меня здесь уже все в этих синих блестках. И теперь розовым лайнером от Beauty Bomb я хочу здесь нарисовать сердечки. В общем, мой вердикт касаемо этой палетки. Тени, конечно, достаточно сыпучие, вон с нее все валится. Но темные оттенки мне понравились в плане пигментации. Но насчет тушевки нужно будет постараться. В принципе, пастельные оттенки тоже достаточно яркие. Но лучше эти тени наслаивать. И мне показалось, что немного они тускнеют. У меня практически никакие тени не тускнеют. Но вот здесь вот мне показалось, что есть такой момент. И вот эти вот сияшки, они очень сильно сыпятся. То есть их прям супер надо
надо аккуратно наносить. Как минимум, я эту палетку себе оставлю из-за вот этого оттенка, потому что он, ну, просто фантастический. Мне он безумно зашел. Ну, в общем, в принципе, с этой палеткой работать можно, но немного сложно. Еще мы ее проверим чуть позже, а пока давайте переходить к макияжу лица. И воспользуюсь я жидкими румянами от Flower Nose. В следующем макияже я уже расскажу про новую коллекцию от Flower Nose подробнее, а пока давайте рассмотрим именно румяна. Румяна в таких красивых, но очень тяжелых лакированных упаковках. Я жидкие румяна от Flower Nose еще не пробовала в таком формате, но их сухие румяна мне очень заходят. Всего в коллекции Strawberry Cupid вышло 6 оттенков разных румян. У меня здесь оттенок 02, он такой красивый, нежный, розовый. И оттенок 06, он тоже такой розовый, но уже более теплый и насыщенный. У румян есть легкая отдушка, вроде бы как она даже приятная, но есть в ней какое-то вот это ощущение пластика, чего-то химозного. То есть можно было бы отдушку сделать вкуснее, особенно учитывая, что коллекция у нас связана с клубничкой. Я огромная говорящая клубника, пойдешь со мной в магазин? И у румян такой мощный большой аппликатор для нанесения. Пигментация у румян достаточно мощная, они плотные, мне кажется, их можно даже использовать как жидкие тени. И тушуются они вполне хорошо, то есть реально такой мягкий, приятный продукт. На упаковках здесь изображена клубничка, ангелочек, купидончик. И я думаю, под этот макияж подойдет более насыщенный яркий оттенок. Я прям с руки его наберу при помощи кисточки, чтобы не переборщить. Да, посмотрите, какой он яркий. Совсем немного нужно румян. И я даже не думаю, что их стоит как-то наслаивать, потому что, ну, результат прям вообще. Я, конечно, люблю более легкие румяна, но на вкус и цвет, короче, в плане нанесения это просто супер. Мне очень часто не везло с такими кремовыми румянами, но здесь это просто пушка. Выглядит очень красиво, нежно, прекрасно вообще тушуется. Короче, за румяна определенный лайк, 1 балл я бы единственное сняла за отдушку. Из палетки возьму вот этот нежно-розовый оттенок, но тут видно, насколько он комками набирается, и попробую его нанести сюда в качестве хайлайтера. Да, все же полоску этот оттенок оставляет. На румянах это, конечно, не так заметно, но без румян будет выглядеть не очень. Вот такое красивое сияние у меня получилось. Тоже, кстати, оттенок этот дохромит. И для макияжа губ я воспользуюсь помадами от Odensai. Опять же, коллекцию всю мы обсудим чуть позже, но в нее вошли 5 блесков и один вариант помады матовый. Очень жаль, потому что я все же больше люблю матовые помады, чем блески. Помада Love Language вот в такой красивой упаковке. И сама помада вот в таком нежно-розовом красивом флаконе. Даже он больше такой лиловый. Правда, мне здесь не хватило где-нибудь отметки с реальным оттенком помады, потому что у блесков, что у помад здесь абсолютно одинаковые наклейки и названия оттенков. И внутри, все же, видя такой флакон, ожидаешь увидеть что-то розовое, лиловое, а по факту помада вот в таком странном темном оттенке. Так что здесь у нас как бы ожидание и реальность. По текстуре помада такая вельветовая, то есть она вот так вот наносится. Отлично такие помады подходят для растушеванного контура. Можно также ее использовать в качестве румян, потому что тоже она так тушуется достаточно приятно. И помада достаточно стойкая, потому что у меня здесь на пальце остался тинт, и, как видите, он не стирается, а на пальце остается. Это классно. Правда, я люблю более жидкие текстуры, я не очень люблю вельветовые помады, потому что мне нравятся четкие контуры. Давайте проверим, получится ли сделать четкий контур ей. Ну, как будто бы нет. Но, насколько я помню, у Odensai всегда, в принципе, такие были помады. В общем, да, контур здесь такой немного растушеванный получился. Помада очень приятно выглядит на губах, вернее, ощущается. Но у меня здесь были некоторые моменты, которые эта помада подчеркнула. То есть все шелушки на губах будет видно. Оттенок, в принципе, красивый, но не особо это мое. Губы выглядят более-менее по стойкости. Но немножко она совсем отпечаталась. В принципе, для помады такого формата все окей, и она работает как надо. Но тут вопрос в том, что нравится ли вам такое. Мне не особо, хотя носить ее приятно. И вот такой макияж у меня получился. Пока что впечатление 50 на 50, потому что были некоторые сложности при создании этого образа. И за такие деньги можно было бы сделать чуть лучше.
Я здесь, кстати, сижу со своими любимыми, с вами, со свиньями. Просто у меня здесь целый пати-бас свиней. Короче, не выдержала, я сходила в магазин за тортиком, поела. Помада для губ в середине съелась, и не очень красиво все это выглядит. Как будто она лежит теперь кусками, комками. Я ожидала от нее большей стойкости. С тенями, в принципе, все окей, за исключением того, что в складочках они немного стали западать. Вот здесь вот особенно видно. Но вообще это частая проблема мультихромных оттенков. Для второго макияжа давайте рассмотрим новую коллекцию от Flower Nose Strawberry Cupid. Как обычно, коллекция мне пришла в такой красивой подарочной коробке. В принципе, дизайн коробок у Flower Nose обычно всегда похож. Действительно, все прям в духе Дня всех влюбленных. Здесь сердечки, купидончики, всякие тортики клубничные. В своем прошлом обзоре косметики от Flower Nose я уже говорила о том, что как будто бы у бренда начался какой-то кризис идей, потому что коллекции выходят очень часто, и все новинки у меня ассоциируются уже с какими-то прошлыми старыми линейками. И у Flower Nose уже как бы была коллекция Little Angels с ангелочками, клубничная коллекция у них тоже была, и здесь по сути как будто бы мешанина из двух разных коллекций, которые уже были. Все же хочется увидеть что-то новенькое, какие-то новые идеи. И в эту коллекцию вошли 9 оттенков кремовых помад для губ, 6 оттенков жидких румян, 2 палетки, 2 варианта прессованных пудр, спонжи для нанесения макияжа в виде сердечек. По традиции это зеркало, заколка, и также здесь представлен крем для рук. Также в коллекции, как обычно, у Flower Nose 2 парфюма, и мне безумно понравилось, когда я видела анонс этой коллекции. Там были очень милые такие парфюмы в виде куска торта с бантиком, с ангелочками. То есть их можно спокойно куда-нибудь на сумочку повесить как брелок. И я не стала докупать парфюмы отдельно, потому что, несмотря на то, что это выглядит супер красиво, я не уверена, что парфюм мне в итоге понравится. Особенно, когда ты по факту не можешь понюхать, как это будет в итоге пахнуть. Но если у вас были ароматы от Flower Nose, то напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли их брать и чего вообще от них ждать, какие там ноты. Ну и давайте перейдем к так называемому мерчу. Здесь мне положили вот такую розовую заколку с бантиком. Не знаю, вряд ли она мне, конечно, подойдет, потому что для моих волос она слишком громоздкая. И вообще мне это напомнило ошейники у таких милых маленьких собачек, у каких-нибудь гламурных чихуахуа. Тоже им вот эти вот розовые ошейники, ленточки, туда эти сердечки вешаются. Короче, такая собачья заколка. Стоимость такой заколки $8, ну, даже не знаю, за $8 просто это бант с сердечком. Ну, такое. Выглядит, конечно, мило, но, к сожалению, это совсем не мой стиль и не на мои 3 волосины. Дальше, по традиции, здесь представлено зеркало. Безумно красивый дизайн. Тоже оно с вот таким бантиком, который я надела жопой. Наконец-то у зеркала нормальная форма. Она не в форме там какого-то сердца, просто это круглое зеркало, которое вот идеально подходит под лицо. С обратной стороны у нас здесь просто клубничный торт с купидоном, есть даже вилка и ножик. Это просто какое-то издевательство. Я тут сижу и слюнями весь день обливаюсь. У меня вот эти вот все красивые вкусные тортики с клубничкой. Соседи шашлыки под окном жарят. Мне кажется, к этой рассылке Flower Nose должны сразу присылать торт. Окей, ладно, вернемся к зеркалу. Во-первых, бантик, если что, можно снять, он на резиночке. Но, как всегда, у Flower Nose зеркала слишком тяжелые. Но я, в принципе, не пользуюсь ручными зеркалами. Это, конечно, все выглядит очень красиво, но мне удобнее, когда зеркало стоит на подставке. Но зеркало мне в этот раз понравилось. Может быть, мне просто нравятся тортики. Также мне прислали 2 спонжика для нанесения макияжа. Спонжики в форме сердечка. Пахнут спонжи достаточно сильно клеем. Они вот упакованы в такой пакетик. Вот я открыла, прям завоняло неприятно. Я думаю, что буквально там пару часов они полежат, и один раз их помыть, и запах уйдет. Хотелось бы, конечно, чтобы пахло клубникой, но тем не менее. Спонжик очень милый и приятный. Он прям как пироженку какую-то трогаешь, вкуснейшую. Вот если торт птичье молоко пальцем трогать, вот это примерно то же самое. Это очень приятно, это очень классно. Я думаю, я им буду тушевать румяна, по крайней мере попробую. Сзади, кстати, вот такой симпатичный бантик. И держать очень удобно, то есть он вообще никак не сваливается с руки. И еще у нас здесь есть крем для рук. Вот в такой большой банке, там целых 50 грамм. Тут просто милейший принт с сердечками. И такая большая удобная крышка. Меня бесит, когда на кремах такие вот милипусенькие крышечки, их просто невозможно закрыть, это очень неудобно. Я не часто пользуюсь кремом для рук, просто у меня обычно нет надобности. Мне просто очень не нравится эффект, когда руки вот в чем-то, когда руки жирные,
жирный, ты берешь телефон, и на нем вот эти жирные отпечатки, и ты ничего не можешь, короче, руками делать, к ним прилипает там кошачья шерсть, если кошка сидит рядом. О, у нас здесь, наконец, у крема действительно приятная отдушка в духе этой коллекции, то есть это клубничный молочный коктейль. Господи, теперь коктейль захотелось, ну просто капец. Я бы не сказала, что она химозная. Вот такой отдушки мне как раз не хватило в румянах, например, в жидких. Ну, давайте нанесу. У меня, конечно, рука там уже со сводчами. По факту такой белый крем, но он очень легкий и очень приятный. И у меня такое ощущение, что он с охлаждающим эффектом. Господи, какой же запах. Очень вкусно. Крем, кстати, действительно очень легкий, и я не чувствую какой-то прям сильной жирности на руках, которая меня обычно так бесит. Сразу же кожа увлажнилась, она такая мягкая, приятная. Так, ну на сайте нам здесь действительно обещают интенсивное увлажнение, успокоение. Там в составе есть масло авокадо, глицерин, гиалуроновая кислота. Вот все, что наобещали, я все чувствую. Есть ощущение крема на руках, но руки не жирные. Короче, по аромату и по формуле мне крем зашел. Это пока один из лучших кремов для рук, которыми я вообще когда-либо пользовалась. Но вы всегда можете с моим мнением не согласиться, потому что у меня очень маленький опыт в использовании кремов для рук. Но вот этим я бы, вероятно, даже пользовалась. И мне кажется, под следующий макияж идеально подойдут светло-розовые румяна, потому что макияж будет у нас такой легкий, нюдовый, но с акцентами. Беру светло-розовые румяна и буду их тушевать при помощи вот этого спонжика сердечка. Я, честно говоря, не особо поняла, нужно ли это сердечко как-то мочить. Смотрите, какие нежные румяна. Они мне, кстати, намного больше нравятся. Ну, просто я сама люблю что-то такое понежнее. Кисти мне их понравилось чуть больше тушевать, но благодаря такому сердечку они ложатся супер таким тонким, красивым слоем. Очень естественно это выглядит. Наслаиваются они тоже хорошо, не ложатся пятнами. Да, румяна определенно можно брать, они очень хороши. И цвет он такой розовый, но он в теплоту, то есть он не совсем холодный, и такой оттенок мне очень идет. Также у Flower Nose в коллекции представлена пудра. Она идет вот в такой красивой упаковке. Очень давно хочу попробовать от Flower Nose пудру, слышала много классных отзывов. Пудра представлена в двух оттенках, это лавандовый и слоновая кость. Мне досталась слоновая кость, чему я очень рада. И стоимость пудры на сайте 35 баксов, я все цены еще скажу в конце ролика. Во-первых, здесь у нас просто невероятная упаковка, это просто 10 из 10. Это целый гребаный торт. Главное, чтобы такая пудра не превращала мой макияж в слоеный пирог. Здесь у нас тоже и купидон, и крем, и клубничка, и обои, которые у моей мамы в коридоре висят, такие красные с вензелями. Упаковка у пудры очень большая и тяжелая, такая добротная. Я эту пудру уже успела на днях взять с собой в поездку. Все же подобный формат пудр предполагает какую-то компактность. Собственно, такая пудра так и называется, компактная, но она слишком огромная и тяжелая. Внутри у нас есть зеркало, и также здесь был рельеф с купидоном, который я уже немного подтерла. И вот так вот пудра открывается. Твою мать! Вот так вот она открывается, и там у нас внутри есть тоже фирменный спонж. И я всегда, когда иду куда-то с макияжем, у меня вот обязательно пудра должна быть с собой, но такая пудра будет занимать реально полсумки. Спонжик мягкий, приятный, такой красивый, ну в принципе стандартный. И давайте попробуем нанести пудру им. Отдушка у пудры есть тоже какая-то легкая химозная. Мне очень нравились обычно отдушки у Flower Nose. К сожалению, здесь ее почему-то не сделали. Нам обещают, что эта пудра тает на коже, скрывает поры. То есть это должен быть такой эффект естественного лица, но при этом как фильтр в фотошопе. Пудра нормально так осветляет. Как раз посмотрим, что у меня будет с порами, потому что у меня поры достаточно сильно заметные. Я ее уже наносила кистью. Кистью мне, в принципе, понравилось, как она наносится. Она съедает мои красивущие румяна, блин. Пудра прям очень мощная, вот только посмотрите, как она матирует. Единственный минус, она съела румяна, поэтому я вот сейчас кисточкой немного ее подрастушую. Ну и сравниваем мое лицо. Здесь как будто бы поры действительно стали чуть меньше, и действительно какой-никакой эффект фотошопа есть. Так же, как и эффект осветления. Нам обещают, что эта пудра мелкодисперсная, она будет легкая, компактная, и в карман ее можно будет положить только если вы вассерман. Осветляет классно. У меня не подчеркнулись шелушения на носу,
тона. Вот здесь у меня проблема, она как бы была и во время нанесения тона. Я брала ее с собой в поездку, не сказать, что я прям постоянно ей пользовалась, ну, может, несколько раз доставала. И мой макияж продержался с 7 утра до 4 утра следующего дня, и, в принципе, все было ок. Классный продукт, хочется брать с собой, ставлю ей 9 из 10. Очень хочется ее с собой брать, но в карман ее не положишь. И нахуй наденешь. И я перехожу к макияжу глаз. Для глаз у меня есть вот такая красивая палетка. Стоимость этой палетки 40 баксов, то есть где-то 4 косаря. Здесь у нас такие летящие ангелочки, все такое нежное, белое, кремовое. И внутри у палетки есть удобное зеркало. Она позиционируется как многофункциональная палетка для поправления макияжа на ходу, и у нее там якобы универсальные оттенки. Ну да, оттенки действительно универсальные, не сказать, что они как-то сильно отличаются от оттенка моей кожи, и какой ими делать макияж, я пока понятия не имею. Палетка представлена в двух вариантах на сайте, одна розоватая, вторая нюдовая. Я думаю, если вы смотрели мои другие обзоры на Flower Nose, вы уже понимаете, по какому поводу я сейчас буду ворчать. Да, она снова нюдовая, чтоб его. Я люблю хорошие палетки в коричневых оттенках, где есть темные, светлые, какие-то темные, более холодные коричневые оттенки, и при этом есть какие-то акценты. Здесь же это просто что-то максимально телесное. В палетке 5 матовых оттенков, 2 сияющих, и рефилы, конечно, как всегда, красивущие. Короче, просто скука страшная, хотя блестяшки прикольные. Давайте сделаем сводчи. Тени неплохо пигментированы для таких базовых оттенков, они очень мягкие и приятные на ощупь. И сияшки различаются, одна из них более мелкодисперсная, жемчужная, а вторая это такие стандартные блесточки, такая россыпь мелких блесток на прозрачной подложке, вот то, что очень любят в китайских макияжах. Да, я понимаю, что скорее всего такая палетка подойдет под какие-то естественные нюдики, под китайские макияжи, которые такие супер легкие, в них как раз нужна вот эта куча каких-то телесных оттенков, которые еле как на один подтон друг от друга отличаются. Но бренд сейчас активно растет, он продается в разных странах мира. У них на сайтах представлены не только азиатские, но также темнокожие модели, европейские. Так что если вы идете на другие рынки и в другие страны, то, ну, ребят, ну это какой-то просто. Ну сколько можно? Такие палетки есть абсолютно в каждой коллекции. Косметика выходит у них часто. Дизайны уже как будто бы это не такая роскошь, как это было в первых коллекциях. И казалось бы, ну, все, кто уже хотели купить вот эти вот нюдовые телесные палетки, они их, скорее всего, уже себе купили. Я была бы очень рада, если бы убрали один вот из этих двух телесных оттенков коричневатых и бахнули бы туда какой-нибудь розовый, красный, бордовый, ну хоть что-нибудь, хоть чуть-чуть интересное. Это бы классно помогло разнообразить макияжи, потому что я не знаю, что можно сделать интересного оттенками, которые под цвет моей кожи. Напишите в комментариях, что думаете вы, и насколько вообще норм бренду в каждой линейке выпускать практически одинаковые цвета в палетках. Единственный плюс этой палетки для меня то, что ее можно также использовать для лица, то есть здесь есть такой светлый оттенок, который можно юзать в качестве пудры, и есть вот такой оттенок, можно его нанести в качестве румян. Ой, а пигментация это ничего такая. Вот здесь у меня немного уже ушли румяна от пудры, поэтому я сверху пройдусь еще вот этим оттеночком, немного сглажу границы. И вот этот светлый оттенок я попробую высветлить им вот эту часть, нанести его в качестве пудры, он очень сильно сыпется. И я его нанесу на все веко в качестве растушевочного оттенка, чтобы тени легли более плавно, более мягко. Сейчас вам покажу нюдовые палетки, которые я люблю. Здесь как бы, да, нюд, коричневые цвета, но есть чем их разбавить. Есть темно-синие, зеленые блестки. В этой палетке тоже есть акцентный такой зеленый. Палетки от Influence тоже есть вот и розовые, и синие, и парочка сияшек интересных. То есть это, наверное, в последнее время, ну да, у меня много ярких палеток, но вот именно подобного плана я в последнее время очень люблю. Чтобы была база с каким-то акцентом. Но здесь Flower Nose нас в очередной раз обделили. И знаете, я хочу попробовать жидкие тени от бренда Florasis. Вот так вот круто они выглядят, очень красивая упаковка. Здесь такой кристалл у них. Я его вот сюда в уголочек нанесу и немного попробую растушевать. Ну пусть тут хоть какой-то просто цвет будет розоватый. Тени очень хорошо тушуются, они такие светлые, нежные. У теней от Florasis практически нет отдушки, тоже такая легкая, химозная. Самый обычный у них аппликатор, и я бы даже сначала, вероятно, подумала, что это матовая помада. Сохнут, кстати, долго, то есть есть шанс успеть их растушевать. А пока давайте возьму вот такой, наверное, оттенок. Попробую его нанести на переход вот этих теней с кожей. Я его прям не вижу абсолютно на своем веке.
Ну не, слушайте, я просто ничего не замечаю. Теперь беру вот этот самый темный коричневый. Надеюсь, он даст какой-то результат. Наношу его вот сюда. Короче, это такие тени, которые надо наслаивать постоянно. Еще раз у нас третий слой, они все еще такие полупрозрачные. С одной стороны, это классные формулы для новичков. И снова, и снова, и снова их надо наслаивать. Типа ок, наслоить 3 раза, чтобы не наставить пятен, но наслоить их миллион раз, чтобы был хоть какой-то пигмент, ну, такое. Возьму еще какой-то переходный, там был коричневатый, попробую его добавить. Хотя он уходит в рыжину, как румяна. Короче, не, эту палетку я не поняла вообще. За 4000 тем более. Просто я наслаиваю и, ну, никак, ничего не происходит. Светлым оттенком растушую границы. Но это, я не знаю, что про это сказать. Очень плохо. Очень плохо. Опять же, для азиатских макияжей, наверное, норм, но для моих техник нет. Все же я хочу вот этот оттенок бахнуть, закрепить им тени. Вот сюда вот его нанести. Ну, блин, ну вообще скукота. Мне этот оттенок с подложкой начал выглядеть не так ярко, как просто подложка без него. Давайте еще какой-нибудь переходный нафигачу. Здесь именно вот эту часть, уголочек, очень хочется затемнить, но этого не происходит. Как будто бы они уже становятся менее плотные, полупрозрачные. Давайте возьму вот такую сияшку, нанесу ее вот сюда, на нижнее веко. А вот это вот красивое золотишко бахну на верхнее веко. Так, давайте-ка лучше даже пальцем. Они еще и сыпятся, вы понимаете, насколько это подстава? То есть я хочу их прям нормально так сделать, какой-то акцент, но он вообще не хочет делаться на другие тени. Может быть, на базу норм, и осыпалось просто все к чертям. Таким образом выглядит макияж палеткой за 4000, у меня все лицо в блестках. Единственное, что мне здесь нравится, это розовые тени от Fluorasis. Здесь просто цвет какашки, абсолютно неносибельные, никак не наносибельные блестки. Короче, в кожу тени тушуются более-менее, у меня здесь получилось аккуратно растушевать, хотя вот эти 2 оттенка переходных, они тоже какие-то странные. И на этом глазу я уже добавляла меньше теней, то есть я не стала дублировать тени вот тут, и блестяшка тут тоже как будто бы нанеслась чуть лучше. Это не первая моя палетка от Flower Nose, то есть я понимала, что мне ожидать, но для меня она просто кошмарная. Трэш, это все у меня, это все блестки. Давайте я снова возьму палетку от Anthemy. Надо что-то с этим сделать. Я возьму сначала темно-синий оттенок, нанесу его вот сюда на нижнее веко. И вот здесь вот по границе пройдусь. И теперь беру вот этот вот зеленоватый и тушую им границу. Надеюсь, синий вместе с этим зеленым сможет сработаться. Давайте все же возьму светлый из этой палетки и немного им пройдусь еще по границе, чтобы увести тушевку в кожу. И я, конечно, дико извиняюсь, но нюдик у меня сегодня не получился. Но мне кажется, так макияж выглядит чуть более интересным и как-то получше. Синий с зеленым тени. В принципе, получилось растушевать, но опять же, это было не совсем просто. Давайте я попробую вот эту сияшку нанести в качестве хайлайтера. Вот, да, здесь у нас уже что-то получается. Хайлайтер такой прям совсем легкий, повседневный. Но я не хочу сюда его как-то много. В общем, мне в этой палетке зашло, что ее можно использовать для макияжа лица. Но вот с глазами что-то как-то не вышло. У Flower Nose вышли 3 кремовые помады для губ. Они называются Strawberry Cupid Cake. Это такой матовый бархатистый крем для губ. И он вот в таких невероятно красивых баночках в виде тортиков. Но на них я уже сделаю обзор в другом ролике, поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. По качеству продукты для лица от Flower Nose меня, как обычно, радуют, но вот с тенями что-то чудо не случилось. И мне показалось, что из раза в раз оттенки помад у Flower Nose очень похожие, у них только меняются текстуры, да и оттенки румян, в принципе, тоже похожи на то, что у нас было. Как будто бы у этого бренда слишком мало разнообразия. То есть формулы новые, дизайны новые, формы выпуска тоже новые, а оттенки, по сути, старые, как и в прошлых коллекциях. И мне, как человеку более креативному, хочется в этом бренде видеть больше каких-то акцентов и интересных не только продуктов, но и цветов. И я сейчас смотрю описание на сайте, очень весело, что каждый продукт в этой коллекции, он позиционируется как что-то, что можно легко взять с собой. Ну и, в принципе, мой стандарт, когда я делаю какой-то макияж, я обычно беру с собой пудру,
помаду для губ и какую-нибудь палетку, вероятно, чтобы что-то там подправить в течение дня. И в отличие от вот этого вот всего, конечно, супер красивого, но тяжелого, я бы предпочла взять в свою сумочку что-то более легкое и компактное. Потому что, чтобы взять мне с собой вот это, мне придется брать с собой не сумочку, а рюкзак. И так как у меня в коллекции уже много косметики от Flower Nose, то, смотря на эту коллекцию, я бы уже 10 раз подумала, хочу ли я это взять, потому что очень много подобных продуктов у меня есть от этого бренда, только немного в другом формате и дизайне. И для этого макияжа я нанесу снова еще один блеск от Oden Sai. У блеска такие же упаковки, как у помад. Сами упаковки тоже ничем не отличаются. И вот мне сейчас приходится открывать каждую штучку и смотреть, какой там продукт у нас внутри. Вроде оно. Это то, что я хотела нанести. С 4-го раза я угадала. Короче, для меня вот это большой минус, и это абсолютно неудобно. Каждый раз каждую помаду открывать, чтобы найти тот самый нужный оттенок. И для этого макияжа я возьму вот такой нежный нюдовый блеск с мелким шиммером. Он такой красивый, золотистый. Под этот макияж, кстати, вроде подходит. Но по факту это просто совершенно обычный блеск. Блеск как блеск, ничего нового. Губы не слипаются, но сам по себе он достаточно липкий, то есть волосы к нему будут липнуть запросто. Снова здесь не самая приятная душка, есть у нее такие химозные нотки. Что-то я, кстати, очень часто у китайской косметики в последнее время замечаю подобные нотки. Причем это было раньше в основном у самых дешевых брендов, но почему-то во всяких люксах тоже подобные отдушки проскакивают. Ну и давайте посмотрим, что стало с пудрой. До сих пор на лбу видно разницу. И она даже не очень сильно скаталась у меня здесь в морщинках. То есть мое лицо с пудрой до сих пор выглядит хорошо, оно не начало блестеть. Ну, в общем, за пудру я определенно ставлю лайк. Разница видна, и ничего с ней не приключилось, хотя я этот макияж снимала достаточно долго. В принципе, получилось миленько, но могло бы быть и лучше. И следом на обзоре несколько продуктов от китайского люксового бренда Florasis. Мне кажется, это самая дорогая косметика, которую я пробовала в своей жизни. И здесь у меня несколько оттенков жидких теней и пудра. Florasis — это тяжеловес среди китайской люксовой косметики. И прикол в том, что они, по сути, сами с нуля разрабатывают все формулы, а в составах есть компоненты фруктов и цветов. По дизайну вся эта косметика вдохновлена традиционными китайскими штучками. Я думаю, вы уже не раз видели в ТикТоке такую палетку в виде веера. Вот это, короче, оно. Начну свой макияж с еще одной пудры. Это нефритовая дышащая пудра для лица 4 в одном. Она должна корректировать цвет, контролировать жирность, ухаживать за кожей и закреплять макияж. У меня она в оттенке Mint, и почему-то у меня никак не открывается кейс. Тут надо нажать на кнопочку, и ничего не происходит. Самое время пудру за 4 косаря сломать. Ее надо не открывать, ее надо повернуть. У пудры внутри есть зеркальце и вот такой милый голубой мягкий спонжик. Кстати, кейс сделан из какого-то дешманского, на первый взгляд, пластика. И отдельно открывается сама пудра. Она, кстати, у нас рассыпчатая. Практически она не пахнет и действительно имеет немного зеленоватый мятный оттенок. И такой цвет, я думаю, должен перекрывать покраснение на лице. Ох, ты ж как оно задымило-то. С одной стороны, я нанесу пудру при помощи этой подушечки. Действительно, она сразу же кожу заматировала. И, кстати, она не съедает цвет румян, в отличие от пудры от Flower Nose. Она очень мелкодисперсная, ее практически незаметно на лице. Она как будто бы выровняла мой цвет лица и как будто бы даже немного зафотошопила кожу. Очень классно. И с другой стороны, я эту же пудру нанесу уже кистью. Прям очень интересно, как поведет себя пудра за такие деньги, потому что у меня такой дорогой косметики, наверное, нет вообще. В составе у пудры есть светоотражающие частицы, а это значит, что на камере, особенно при вспышке, будет все это выглядеть очень плохо.
Ё-моё, я вам сейчас фоточку приложу. Это кошмар. Но то, что я вижу на фотографии, это дурка. Что у меня с носом? Откуда у меня на носу столько пор? Кошмар. Короче, в плане того, что эта пудра сделала с моим лицом, я ставлю просто 10 из 10. Это выглядит шикарно. Но если вас, не дай бог, кто-то сфоткает, будет полная задница. Ну и теперь давайте проверим жидкие тени. Здесь у меня 4 разных оттенка. И все жидкие тени в таких красивых пластиковых флаконах с висюльками. Они снимаются и присобачиваются обратно. Вообще, упаковки очень красивые, несмотря на то, что пластик. По цветам я выбрала здесь 3 матовых, самых розовых оттенка и еще одну сияшку. Вообще, я большой фанат жидких матовых теней, использую их всегда в качестве подложки, но здесь я решила попробовать сделать обычный макияж глаз и посмотреть, как эти жидкие тени будут держаться в течение дня без закрепления сверху тенями. В составе у них экстракт масел семян пиона. Ого, даже так. Всего представлено 12 оттенков теней. Созданы они в честь китайской сказки 12 богинь цветов, и каждый оттенок соответствует каждой определенной богине. Здесь у меня оттенок 01 нежно-розовый, оттенок 05 темный вишневый, оттенок 08 оранжево-персиковый и оттенок 06 это такие блестящие дуохромные тени, которые переливаются и в розовый, и в голубой. Отдушки практически никакой у них нет. На сводчах жидкие тени, они прям очень классно в кожу тушуются, но при этом они достаточно долго застывают. С одной стороны, это круто, потому что есть шанс успеть растушевать, пока ничего не застыло, чтобы был красивый градиент, чтобы была классная тушевка в кожу. Но с другой стороны, пока они сохнут, они могут скататься в складочках, как вот у меня скатался консилер. Тени на сводчах насыщенные, пигментированные, плотные, в принципе, выглядят классно. И я сделаю ими самый такой какой-нибудь базовый, банальный макияж, чисто затестить. Давайте начну с самого нежного, светло-розового. Таким он прям тонким слоем ложится, прям так и хочется сверху бахнуть каких-нибудь теней. Теперь давайте нанесу рыжий оттенок. Хочу, чтобы они друг друга как-то тушевались. Конечно, на глазах пигментация у этих теней теряется, то есть они реально становятся такими полупрозрачными, даже если их набирать в 2 слоя. Это прикольный продукт для нежных мейков, но если вы любите, как я, яркость, то надо их закреплять тенями. И теперь возьму вишневый оттенок. Насколько хорошо цвета втушевались друг друга, но, будем честны, так себе. Пигментация у них, конечно, минимальная. Но лично для меня жидкие тени никогда не были самостоятельным продуктом. В моем мире это всегда подложка, поэтому, в принципе, меня такая пигментация вполне устраивает. Я не скажу, что они супер круто тушуются, и, кстати, тонким слоем они у меня уже высохли. Хочу еще светло-розовым оттушевать всю эту тему в кожу. Намного важнее нам то, как они будут держаться и не будут ли они скатываться в этой складке. Сделаю этим теням мощнейший тест-драйв. Вот так тени выглядят на веках. Так как я обычно тени кремовые по назначению не использую, только в качестве подложки, напишите мне в комментариях, насколько это вообще ок результат, потому что мне сложно что-либо на это сказать, но вроде тени растушевались, складки они пока что не забиваются, а с другой стороны могу позволить себе продублировать это тенями. Воспользуюсь розовым из палетки от Oden Sai, которую я буду проверять чуть позже. Теперь из другой палетки от Oden Sai возьму оранжевый. Если что, все оттенки в этой палетке, они такие нежные, полупрозрачные. Ну и на край глаза давайте вот этот оттенок нанесем из этой палетки, а вдруг он мне понравится. Ух ты, у него даже на подложке стал проявляться пигмент, которого мне так не хватало. Нижнее веко немного оттеню темным коричневым из палетки от Flower Nose. И теперь я беру блестящие жидкие тени от Florasis. Во-первых, я их наношу на кисть и хочу их добавить на верхнее веко. И что-то это как-то слишком круто. А здесь просто совсем чутка, и уже у меня веко потрясающе сияет. Кстати, тени не конфликтуют друг с другом, и жидкие тени не размазывают предыдущие слои. Никаких пятен они не создают, не плешивят. Сюда вот на нижнее веко тоже хочу их добавить. Теперь посмотрим, будут ли проблемы с обычными тенями. Что нет. Серьезно? То есть я их спокойно наношу, тени никак не отпечатываются, не проедаются. Ладно, теперь я понимаю, за что такие бабки.
Вообще, жидкие тени сияющие – это мой самый нелюбимый продукт. У меня постоянно с ним не выходит как-то совладать, а здесь как будто бы даже ничего. Все же я не сдержалась и нанесла жидкие тени в 2 слоя, и это была ошибкой, потому что они начали немного жевать века. Не перебарщиваем с люксом, ребята. Я не буду претендовать на какой-то супер крутой макияж, потому что я его сделала чисто для проверки, потому что я хочу узнать, как продержится в течение дня пудра и такие тени. Ребята, шок-контент моему макияжу 12 часов. Я не знаю, как это передать словами, потому что тени на моих глазах абсолютно никак не изменились. Они абсолютно нигде не скатались, не запали в морщинки. Блестящие тени не осыпались. Это, наверное, лучшие блестящие тени за все время, которые я когда-либо пробовала. Потому что обычно у меня подобные тени блестящие, они осыпаются комками. Может быть, я там что-то случайно терла, может, задела шапкой. И вот здесь вот в уголках я периодически что-то чесалась, и вот здесь в уголках тени не настолько хорошо остались, но на верхнем веке, ну, это какой-то прикол. Я не знаю, как это возможно. Я понимаю, почему такой прайс. Ну и теперь давайте перейдем к новой коллекции от Ensai, посвященной Дню Святого Валентина. Называется она Love Language, то есть язык любви. Во-первых, здесь у меня в коробке была вот такая красивая открытка. И сзади здесь написано немного про эту коллекцию, про продукты. Хотя нет, ничего там особо не написано. Итак, что я вам вообще скажу про эту коллекцию? У меня абсолютно нет никакой информации, потому что коллекция еще официально не вышла, на сайте еще нет в продаже продуктов, нет вообще абсолютно никаких описаний. Насколько мне известно, продукты появятся в продаже непосредственно 14 февраля. И именно в этот день мы что-то узнаем вообще, что бренд хотел этим сказать. И мне бренд не прислал никакого вообще описания продуктов, никакого брифа, поэтому достаточно сложно будет все это оценивать и вообще понять, что этой коллекции бренд хотел сказать. Все же я обычно, когда снимаю какие-то обзоры, я их прикрепляю каким-то описанием продуктов с сайтов, с каких-то брифов, чтобы дать вам точные какие-то описания продуктов, как их позиционирует сам бренд. Потому что пока все очень интересно, но ничего не понятно, так что подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там, как только все это выйдет, я напишу все расценки и, скажу вообще, что я об этом думаю. В общем, я знаю, что в эту коллекцию вошла, во-первых, палетка теней и 5 различных продуктов для губ. И коллекция сделана в коллаборации с Morgan Turner. Сначала мне выдало, что есть такая американская актриса, потом мне выдало, что есть еще бьюти-блогер с таким именем. Это профессиональный свадебный визажист, который снимает обзоры на всякую косметику. Была еще спортсменка с таким именем. Короче, я вообще не понимаю, с кем эта коллаборация. В общем, здесь на открытке написано, что тут представлены какие-то любимые с детства цвета. Вот этой вот Morgan Turner. Ну, окей, допустим, теперь я хотя бы понимаю, почему в палетке оттенки именно такие, потому что когда я ее открыла, я поняла, что нет у меня каких-то ассоциаций со Днем Святого Валентина, и я уже хотела прям начать ругаться, но если это коллаба с кем-то, допустим, потому что все эти коллабы, все эти продукты, они идут через призму восприятия того или иного человека, и по сути продукт уже становится больше похож на мерч и на то, чем человек пользуется сам. И я понимаю, что если я вдруг сама когда-нибудь выпущу, например, синюю палетку, которая очевидно, у меня должна быть когда-нибудь синяя палетка, если будет косметоз. Если что, то это никакая не затравочка, косметики пока даже не планируется. Но просто в теории я понимаю, что синяя палетка, она будет не актуальна для большинства людей. Потому что многие люди синие и голубые оттенки в макияже, в принципе, избегают. Сложно сделать какой-то продукт от своего лица, который будет полностью соответствовать твоим вкусам, твоим техникам и твоим макияжам, и при этом, чтобы он понравился всем остальным. Очень такой нежный, миленький дизайн. На палетке изображена какая-то девчуля. Может быть, даже это портрет девушки, с которой была коллаба, но это не точно. Палетка, как обычно, от этого бренда пришла еще вот в такой вот коробочке сзади с составами. И многие, наверное, спросят вообще, почему в этом обзоре от Ensai, потому что это шведский бренд. На самом деле, ему здесь самое место, потому что выпускается и изготавливается он тоже в Китае. Внутри палетки вот такое зеркальце в виде 2 сердец. Абсолютно оно неудобное. Ну и, как я уже сказала, сама эта палетка не
вызывает у меня каких-то ассоциаций со Днем всех влюбленных. То есть я ожидала в такой палетке видеть что-то красное, розовое, бордовое. Тут больше какая-то коричневая, фиолетовая гамма. Да, есть какие-то розоватые оттенки. Все же вот такую гамму я ожидала видеть чуть больше. Короче, по наполнению мне эта палетка нравится, по тематике я не поняла. В палетке есть 7 матовых, из которых 5 базовых и 2 акцентных, это розовый и лиловый. Вообще, правда, в последних всех палетках от Odd Inside я уже встречала такой розовый и лиловый, то есть вообще как будто бы ничего нового. Короче, я так понимаю, идея этой палетки была сочетать какую-то базу с красивыми сияшками и сделать парочку акцентов. Есть всякие дуохромы, есть шиммерные оттенки, надеюсь, они не будут сыпаться так же, как в первой палетке. И здесь еще парочка оттенков, вот этот розовый, фиолетовый, они достаточно насыщенные, то есть в них есть пигмент, но при этом они блестящие. Выглядит палетка очень красиво, а вот по факту давайте будем пробовать. Слушайте, ну на сводчах выглядит очень красиво, просто потрясающие разнообразные блестяшки, много составных блестяшек с огромным количеством разных блесток, есть и дуохромы. Матовые оттенки тоже хорошие, пигментированные, но я достала другие свои палетки от Odd Inside, вот так вот их просто покажу вам сразу. С матовыми оттенками все намного веселее, то есть они практически идентичные в 3 разных палетках. То есть это все, это последние выходы. Даже не знаю, как к такому относиться и какой смысл делать одни и те же оттенки каждую палетку, учитывая, что здесь они у нас вообще идут как акцентные. В этом макияже я хочу сделать 2 глаза разных цветов, но по форме мейки будут идентичными. Хочу начать вот с этой стороны, с розового оттенка. Попробую в этот раз сделать тушевку не из темного в светлый, а из светлого в темный. И с этой стороны по той же форме нанесу сразу лиловый. В этой палетке оттенки у нас снова такие пастельные, разбеленные. Кожу они, кстати, тушуются очень приятно. И я попробую взять вот этот оттенок. Мне хочется верить, что он подойдет под оба этих мейка. И также хочу затемнить вот здесь вот уголок глаза. И тут у меня уже пошли какие-то ужасные пятна, хотя и здесь тоже ужасные пятна, попробую это дотушевать. Не получается у меня на светлый оттенок наслоить темный, к сожалению. Если верхние границы у меня, в принципе, нормально поддались тушевке, и с тенями было работать легко, то вот с этими пятнами я вообще не понимаю, что делать. Они не хотят убираться. Я наношу тень, и как будто бы пятно снова проявляется. Но вообще понятия не имею, как это пятно убрать. Становится все хуже и хуже. И на розовом та же у меня ситуация. Я все пытаюсь наслоить, и все равно появляются какие-то пятна. Либо со мной что-то не так, у меня руки и жопа, либо реально с тенями какие-то проблемы. Это, конечно, полный трэш. Вот этот коричневый я нанесу, посыпался. Я нанесу вот сюда на нижнее веко. Кстати, я начала замечать, что и розовый с фиолетовым у меня вот здесь вот на нижнем веке, они просто не лежат. Они не закрепляются на коже, то есть им нужна, видимо, какая-то подложка. Хотя вот коричневый очень крутой. Вообще супер оттенок, он такой немного пыльно-розовый, вообще шикарный. Он прям в какой-то лиловый уходит, вообще шикардос. Я уже нанесла вот эту розовую базу от Florasis заново. Попробовала сначала начать с темного, и вроде было нормально. Но когда я начала тушевать розовым, снова начали проявляться какие-то пятна. Я уже, не знаю, что с этим делать. Притом я подобный макияж недавно делала, немного в других оттенках, тоже палеткой от Odd Inside, только другой. И никаких подобных проблем, никакой вот этой грязи у меня никогда не было. То есть тени нормально тушевались. Что вот это, я в шоке. Я не знаю, что делать, у меня опускаются руки. Я попробую вот этим оттенком Love проработать границу. Если с тенями и тушевкой полная задница, единственное, что может помочь спасти макияж, это блестяшки. А у нас здесь блестяшек хоть отбавляй, поэтому я сначала возьму самые насыщенные и буду их прям вот сюда наносить. Конечно, это, наверное, будет не очень красиво, если я прям пойду по всей этой стрелке и впендюрю их вот сюда. Но у меня просто нет выхода. И с этой стороны возьму вот эту фиолетовую блестяшку. И надеюсь, ей получится сделать все то же самое. Ох, как оно все посыпалось, конечно же.
Так, ну вроде удалось спасти положение, убрать этот капец, замазать блестками это пятно. Типа сделаем вид, что ничего у нас не было. Вот эти вот два оттенка как раз, я думаю, подойдут. Той же кисточкой наберу фиолетовый. Тени наслаиваются, конечно, намного лучше, они бы выглядели с подложкой, но мне интересно посмотреть, как это все работает без, и, как мы уже могли заметить, есть всякие претензии у нас к теням. Кто мы-то? Кому ты обращаешься? Я один здесь нахуй! И теперь вот этот оттенок. В них обоих очень много разных блесток, они красиво между собой переливаются. Мне нравится, что эти тени, они не жуют века. И такие они сами по себе красивые, полупрозрачные. Да, слушайте, выглядит миленько. И теперь я думаю взять вот этот оттенок под названием Флирт и на обоих глазах нанести его во внутренний уголок глаза. В принципе, сияхи от этого бренда, они нормально выглядят и без подложки, но лучше бы я что-нибудь сюда добавила, какую-нибудь базу. Но без базы при помощи наслоения тоже можно добиться красивого результата. Осыпаний зато у меня просто до хера. Ой, посмотрите, что у меня здесь с розовым стало. Он просто куда-то улетел. Я этот же оттенок добавлю в качестве хайлайтера. У меня для вас просто урок по тому, как ужасный макияж превратить в нормальный и как перекрыть кучу косяков. Вот сюда над верхней губой добавлю, типа так надо. У нас же День Святого Валентина, давайте сюда какие-нибудь сердечки прилепим. Слушайте, а мне еще захотелось взять вот эти жидкие тени. Это вот которые жидкие тени от Флорасис. Вот эти вот блестящие. И я их вот так вот тонким слоем, как подводку, нанесу. Слушайте, вот так прям красиво выходят. И они по оттенку просто идеально подходят под этот образ. В общем, для макияжа губ у нас здесь 5 различных продуктов. Это 4 блеска и одна помада, которую мы уже пробовали. Опять придется все миллион раз открывать. Кстати, остался у меня от розового вот этого тинт. Спасибо. Как я это буду смывать, интересно. И было бы прикольно увидеть другие оттенки помад, хотя бы, ну, чтобы их парочка была, каких-то разных. Мне в подарок положили вот такую вот странную штуку. С обратной стороны она серая, как полотенце. То есть, вероятно, это полотенце, только здесь нет петельки. Но, судя по плотности, ну, это вряд ли шарф. На ощупь реально похоже на тряпку, которой вытирают пыль. Напишите мне в комментариях, кто может догадываться, что это такое. А, я запуталась с этими помадами, как же их много. В общем, блеск в оттенке Snuggle мы тоже использовали в прошлом макияже. Он такой полупрозрачный, с золотистыми блестками, немного рыжеватый. Цвет под названием Бесо. Что такое Бесо? Это я сегодня. Вау, это такой очень плотный, насыщенный, пигментированный цвет. То есть он похож на какую-то лаковую помаду. Он супер такой насыщенный. Он не прозрачный, то есть прям цвета в нем много. Этот блеск очень красивый и зеркальный, но он абсолютно не стойкий. Вот так вот он остается на руке. И он постоянно размазывается, что бы я губами не делала. В общем, они могут случайно очень легко и быстро смазываться. Обязательно их использовать желательно с карандашом. Еще один блеск в оттенке Kisses. Он подобного формата, но уже более такой коричневатый. Более он светлый, холодный. Кстати, вау, красиво. Ощущается блеск приятно, губы он не склеивает, но я скажу, что это не совсем мой вайб. И еще один блеск, это блеск под названием Love Language. В честь названия этой коллекции он такой полупрозрачный, нежно-розовый и в составе такие холодные жемчужные блестки. То есть они совсем маленькие, в отличие от золотого, но дают такой красивый жемчужный эффект. Думаю, к этому макияжу он подойдет. Сильно оно так переливается. Были очень популярны, особенно в начале нулевых помады, то есть это такой полный Y2K. Хотя блеск у них действительно просто шедевральный. Отдушка на губах особо не ощущается, это меня радует. Губы максимально увлажнены, губам комфортно, но некомфортно мне.
Ну что, вот такие образы ко дню всех влюбленных у меня получились. Это было тяжело, и мой вердикт такой. Если оценивать глобально, продукты для лица мне сегодня понравились, помады мне в принципе понравились, но они мне не подошли. А вот с тенями было действительно супер сложно работать. Хотя жидкие тени тоже норм. Я даже не знаю, ну, наверное... На последнем месте сегодня палетка от Flower Nose, потому что палеткой от Anthemy, да, было сложнее что-то тушевать, но с другой стороны там не было таких лютых косяков, как было палеткой от Odensai. За такие деньги я хочу видеть максимально 100% качественный продукт, чтобы была крутая пигментация, чтобы было удобно работать, чтобы была шикарная тушевка. Я считаю, что палетки за такую цену должны работать чуть лучше, несмотря на то, что там, конечно, крутые сияшки. Можно было бы над матовым чуть больше запариться. Они нормальные, но не идеальные. И самое интересное, что у нас по ценам. Палетка Anthemy, стоимость 5000 рублей. На Odensai я цены напишу в своем телеграм-канале, но скорее всего эта палетка будет стоить где-то 45 евро, и помада будет где-то, ну, 20-25 евро. Жидкие тени от Florasis в районе 2500 рублей. Пудра от Florasis больше 3000 рублей. Пудра Flower Nose с официального сайта 3500. Палетка Flower Nose 4000. За 4000 точно нет, 100%. В этих-то палетках у нас хотя бы сияшки красивые, а здесь просто за 4000 мазать что-то непонятное, что не видно на ваших глазах, зато все осыпушки видно по всему лицу. Ну такое. Крем для рук 15 баксов, зеркало 25, румяна 22 бакса. И у этих брендов определенно есть куда расти, и расти не только в цене. И красивые сияшки мультихрома, они действительно стоят недешево, так же как и красивые упаковки. В общем, если вы ищете какие-то красивые нереальные сияшки, то вам сюда. На них определенно можно потратить деньги, но если вы ищете хорошие матовые оттенки, то можно поискать их и в более бюджетном сегменте. В общем, вся эта красота с обзора стоит 50 тысяч рублей. Трэш. Что из этой косметики откликнулось в вашем сердечке, пишите в комментариях. А еще рассказывайте, как вы планируете отмечать День всех влюбленных и планируете ли отмечать. А на моем канале все еще много полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики.